Дорогие друзья, всем привет с берегов Средиземного моря. Я рад, что вы зашли на мой канал Food Court. И сегодня я для вас подготовил очередной рецепт. Это лагман. Я не знаю, любите ли вы среднеазиатскую кухню. Мне приходилось в свое время много раз бывать там. И я влюбился в эту кухню, и лагман занимает одно из центральных мест. В среднеазиатском меню лагман в переводе с тюркского – это лапша. Я бывал в разных странах, где местное население испокон веков готовит лагман. Лагман пришел в Среднюю Азию, Центральную Азию из Китая. В разных регионах его готовят по-разному. Например, в Узбекистане лапшу тянут. В Киргизии я видел, как ее раскатывают тонкими листами, режут ножом и потом подсушивают в тени. Основой является лапша, но самое вкусное здесь это, конечно, бульон и овощной соус. Мясо может быть баранина, может быть говядина. И сегодня я приготовил для вас такой домашний простой вариант лагмана на баранине. С лапшой я не заморачивался, просто использовал обычную итальянскую лапшу. Здесь ее просто полное засилье, она хорошего качества. Поэтому не судите меня строго за отсутствие аутентичности. Это будет очень вкусное блюдо. Итак, дорогие друзья, сегодня для приготовления лагмана в домашних условиях я буду использовать следующий набор продуктов. Но прежде всего это мясо. Мясо у меня баранина, вот такая вот с косточкой, порезана она в магазине. Я ее обработаю, косточку уберу и буду готовить бульон. Литра полтора мне потребуется бараньего бульона. Ну, лагман это мясо с лапшой. Вот такую лапшу сегодня я буду использовать. Я видел, как в Узбекистане готовят лагман на основе лапши, которую тянут. В Киргизии и в Казахстане я видел лапшу, которую раскатывают очень тонкими листами и нарезают именно вот в виде лапши. Ну, у меня такой вариант сегодня. Это итальянская лапша хорошего качества из твердых сортов пшеницы. Вот такой вариант может вполне подойти. Овощи, сезонные овощи, которые я сегодня буду использовать. Набор может быть разный. Ну вот сегодня у меня есть сладкий болгарский перчик. Вот таких вот 3 цвета я подобрал. Есть несколько стеблей сельдерея, свежая морковь, цукини, маргеланская редька. В Узбекистане используют репу, но вот у меня репы нет, у меня есть маргеланская редька, 1 луковица и зелень кинзы свежий. По специям, значит, что я буду добавлять? Ну, здесь я взял 150 миллилитров томатного пюре, можно использовать там 2-3 столовых ложки томатной пасты. Значит, у меня будет чеснок свежий, у меня будет перечная паста. В Узбекистане подают на столе в эту перечную пасту, приготовленную прямо из свежего стручкового перца с кориандром и уксусом. Ну вот я решил использовать уже готовую перечную пасту. Это такая достаточно острая, вот такая вот корейская перечная паста, которая у меня здесь есть в наличии. Это черный молотый перец, это зира, это острый перец чили сушеный, это кориандр, паприка 2 столовых ложки. Вот с такого набора специй я буду создавать тот самый вкус лагмана. Вот, в принципе, и все. Простой такой набор. Можно вместо баранины использовать говядину. Ну, у меня есть возможность попробовать сегодня сделать лагман именно с бараниной. Здесь примерно 800 грамм. Ну и теперь я буду обрабатывать овощи, обрабатывать мясо, поставлю варить бульон и буду обжаривать мясо с овощами. Поехали! Мясо у меня отличное сегодня, свежее. Сейчас я вырежу косточку и порежу небольшими кусочками. И затем поставлю вариться бульон. Бульон у меня будет на бараньих косточках, а мясо, мякоть пойдет в обжарку с овощами для соуса. Так, 1,5 литра воды здесь. И вот в холодную воду я бросаю косточки бараньи. Вода закипит, я сниму пенку, добавлю чуть-чуть соли, лавровый лист и перец черный горошком. За час, пока я готовлю овощной соус, обжариваю мясо, бульон будет готов, я его процежу и мы будем использовать его для подачи.
Не буду у вас отнимать время на детальную нарезку овощей. Все режется крупного, соломкой. Лагман — это овощи, овощной соус. Ну и, конечно, пряный мясной бульон. Набор овощей может быть сезонный. То, что вот сегодня есть свежее, у вас на рынке или в овощном магазине. Тем временем у меня уже практически готов мясной бульон. И теперь необходимо создать пряный аромат. Это лавровый лист, черный душистый перчик горошком чуть-чуть и пол чайной ложки кориандра. В бульоне мы будем настаивать чеснок. И потом этим бульоном будем заливать лагман. Но чеснок будет в финале, ему кипеть нельзя. В сковородочке вок я разогрел на высокой температуре масло. Теперь я обжариваю мякоть баранины. Потом добавляю лук. И все это еще обжариваю минут 5. Затем я добавляю овощи, порезанные соломкой. На морковку добавляю кориандр. Немножко молотого перца черного. И это все у меня тушится минут 15. Потом добавляю паприку. Все это хорошенько обжариваю. Томатная паста и перечная паста. Добавляем маргеланскую редьку, цукини. Чуть-чуть можно подсолить. И еще минут 15 все это обжариваю. Такое себе рагу овощное. Когда обжарка завершена, добавляю воду. То есть я вливаю кипяток, ну, примерно тут у меня литр, чуть больше, чтобы он слегка покрыл овощное рагу. И оставляю это под крышкой тушиться еще минут на 30. Это я добавляю острый сухой перчик чили по вкусу. Острота — это дело вкуса. Сок половины лимона. Именно азиатская кухня — это вот из Китая пришло 4 основных базовых вкуса. Это сахар, 1 столовая ложка. То есть кислый, сладкий, соленый и острый. Баланс этих вкусов дает вот эту вот именно отличительную черту всей азиатской кухни. Ну и теперь на маленьком огне под крышкой еще минут 20. Бульончик настоялся. И теперь я добавляю сюда, наверное, 4 полных чайных ложки порубленного чеснока свежего. Чеснок не должен кипеть, сразу выключаю огонь. Вот именно этим бульоном, настоянным на специях и чесноке, который невероятно пахнет, мы будем заливать готовый лагман. Так, мясо и овощи у нас протушились, основа готова. Попробуем на соль. Что-то в этом супе не хватает. Наверное, хлеба, но я добавлю 1/3 чайной ложки соли, это на мой вкус. Ну и можно подавать. Вот так подают лагман в Средней Азии. С одной кастрюли достают лапшу в миску, заливает овощной соус с мясом. И заливают бульоном мясным с настоянным чесноком и специями. Ну и, конечно, косточка. Свежая зелень, кинза у меня. Друзья, вы не представляете, какой это аромат. Вот такой вариант домашней лагмана короля среднеазиатской кухни. Вы можете быстро и просто приготовить у себя дома на кухне.
Это невероятно вкусно. Друзья, если вы любите азиатскую кухню так же, как люблю ее я, не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Food Court. Нажимайте на колокольчик, оставайтесь на канале. Вас ждет еще очень много вкусного. До новых встреч, дорогие друзья!